Привет, друзья! С вами Алекс, и сегодня мы отправимся в Палангу. Это курортный город в Литве на берегу Балтийского моря, главный пляж которого, окруженный песчаными дюнами, тянется через весь город. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интереснее. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. Паланга с 1824 года была владением рода Тышкевичей, в 1870-е решившим сделать в этом приграничном портовом городке курорт. Но этим история о Паланге не ограничивается. Упоминания о ней датируются 1253 и даже 1161 годом. И если последняя дата верна, то это старейший задокументированный город Литвы, где в XIV веке находилось одно из крупнейших литовских капищ. Статус города Паланга получила лишь в 1933 году. Однако еще в 1897-1907 годах на средства Тышкевичей тут успели построить огромный Вознесенский костел, 76-метровая башня которого видна за многие километры. А вот рядовая застройка в Паланге почти отсутствует. Еще в 1938 году в основном деревянный курортный город был разрушен пожаром, а дальше стало уже не до восстановления. Ее центр буквально несколько сотен метров улицы Витовта, близ костела. Тут есть Максима, автовокзал, несколько кафе, фонтан, парочка банков, еще по мелочи. В основном же курортная зона Паланги запрятана в парк между морем и променадом, проспектом Витовта и усадебным парком Тышкевич. В общем, от пары дней в Паланге у меня остались очень приятные чувства. Самое, пожалуй, лучшее в ней – это естественность. Не превращаясь в аляповую турзону, местами обшарпана и простоватая Паланга все равно очень уютна. И любой лоск скорее разрушил бы ее очарование. Итак, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.